Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Вяжу очень красивую стильную сумку. И в этом коротком видео хочу показать плотный и незамысловатый узор из рафии. Вяжется просто, рядами туда-обратно. Полотно получается очень плотное, прекрасно держит форму в любом изделии. Использую рафию бренда Вяжи еще. Это натуральная эко-андария. Рафия не бумажная, нить невесомая и очень нежная, имеет матовую текстуру. Производитель предлагает крючок 3-5 мм. Я буду использовать 4-миллиметровый инструмент. Если вам интересен этот узор, можно его использовать в любом вашем изделии. Подписывайтесь на мой канал, переходим к работе. Производитель рекомендует не вскрывать пакет с пряжей полностью, она очень мягкая и нежная, поэтому я достаю нить из центра мотка и ей буду вязать. Здесь моток будет зафиксированный. Ниточка очень широкая и нежная, но мне очень нравится, что она имеет матовую текстуру. Если у вас будет другой материал, пожалуйста, ориентируйтесь на те характеристики, которые я оставлю в описании. Ширина нити 3,5 мм. Я набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой, подхватываю длину рабочей нити и формирую первую петлю. Мне потребуется 27 воздушных петель. Вяжу достаточно свободно. Нить идет легко и просто. 27 петель, первую петлю пропускаю, она уходит на петлю подъема, во вторую петлю в заднюю перемычку, 2 дужки кромочной косы остаются на лице, вставляю крючок, провязываю столбик без накида, также свободно, без сильного натяжения нити. Вяжу столбики до конца ряда. У меня 26 точек для провязывания, соответственно 26 столбиков. Последняя точка, столбик без накида. Петля подъема, воздушная петля в конце каждого ряда. Переворачиваю вязание. Несколько первых рядов будут отличаться друг от друга, но далее принцип вязания из ряда в ряд будет одинаковый. Здесь у меня петля подъема, следующую петлю я пропускаю и в третью точку от крючка провязываю столбик без накида. Теперь мне нужно вернуться на одну точку назад, по сути в основание, в угловую точку здесь. То есть немножко в диагональ. Этот столбик провязывается на одну точку назад. Нить не натягиваю, чтобы сильно не собрался узор. И провязываю. Готово. Такие диагональные линии будут формировать весь узор. Снова одну точку пропускаю. В эту провязываю столбик без накида. И возвращаюсь на один шаг назад в основание предыдущего ряда, то есть провязываю сюда столбик, вытягиваю нить достаточно пышно и провязываю. Вот сейчас уже 2 одинаковых фрагмента узора у меня провязано. Так далее пропускаю по текущему ряду каждый раз и по сути по предыдущему тоже пропускаю, но вяжу на шаг назад. Готово. Вот, обращаю ваше внимание, диагонали провязаны через одну. Здесь есть у меня диагональ, здесь пустая петля. Есть диагональ, пустая петля, снова диагональ. И по текущему ряду то же самое. Каждый раз пропускается одна точка, через одну провязываются столбики без накида. Снова спускаюсь в предыдущий ряд. И в основание предыдущего столбика провязываю столбик без накида. Так вяжу до конца ряда. Несмотря на то, что петель у меня 26, диагоналей будет 13. Я подошла к последней точке, пропускаю текущую, в последнюю она угловая. Провязываю столбик без накида и по основанию точно так же возвращаюсь
через одну по основанию. Здесь впереди той точки, в которую я вставляю крючок, еще 2 петли. Провязываю столбик. Первый ряд закончен. На этот размер можно ориентироваться. Этой ширины будет все изделие. Вот у меня порядка 20 сантиметров. В конце каждого ряда петля подъема, переворачиваю полотно, здесь очень внимательно. Если приглядеться, узор состоит по изнанке с вот такой птички. Это диагонали прошлого ряда. По изнанке они выглядят именно так. Вставлять крючок в текущем ряду я буду между этими парами. Вот пара, сюда буду вставлять крючок, снова пара, сюда буду вставлять крючок. Ну или по сути 3-я точка от крючка. Петля подъема, 1-я пропускается, 3-я точка от крючка, провязываю столбик без накида. Возвращаюсь в предыдущий ряд. Здесь очень внимательно, чтобы не было лишних отверстий по полотну. Мне в предыдущем ряду нужно вставить крючок в раскол между 2 длинными диагоналями. Здесь он войдет, и здесь в раскол выйдет по этой стороне. Очень аккуратно, чтобы не порвать пряжу. Вот между вот этих 2 ниточек у меня крючок выйдет. Дальше будет попроще. Входить крючок в эту точку будет достаточно свободно. Потому что если раскрыть петли, эта точка находится справа столбика без накида прошлого ряда. Провязываю. Снова то же самое пропускаю. В эту точку провязываю столбик за обе дужки кромочной косы. И снова возвращаюсь здесь в раскол с этой стороны. И здесь выхожу в раскол с изнаночной стороны. Провязываю. Снова то же самое повторяется из ряда в ряд. Каждый последующий ряд будет вязаться аналогично. Здесь в раскол и здесь в раскол. Вот видите, уже очень просто идет крючок, когда становится понятно, куда именно его вводить. Столбик по текущему ряду и длинный столбик по предыдущему, одновременно в раскол диагоналям прошлого ряда. Вот такой аккуратный и очень красивый узор получается. Сейчас вяжу до конца ряда и перехожу на следующий ряд по аналогии. У меня последний фрагмент узора. Здесь точно так же столбик по верхней части по текущему ряду приходится в угловую точку. И возвращаюсь в предыдущий ряд в раскол между 2 длинными линиями. Если отодвинуть эти нити, то видно, что крючок входит справа от столбика без накида прошлого ряда. Здесь и здесь соответственно крючок выходит тоже в раскол длинного диагонального столбика. Завершаю ряд. Снова петля подъема, переворачиваю полотно, все по аналогии, ряд за рядом. Вставляю крючок сейчас в 3-ю точку от крючка за обе дужки. Провязываю столбик и возвращаюсь в раскол последнего столбика. Вот здесь немножко поправляю. И здесь у меня крючок точно так же выходит в раскол. Длинный столбик. Снова обращаю ваше внимание, крючок по текущему ряду входит не между длинными нитями, а между короткими. Здесь, здесь и так далее, через одну точку. Столбик. И немножко в диагональ в предыдущий ряд. Вяжу ряд за рядом. Сумка получилась обалденная. Ожидание равно реальность. Она прекрасно держит форму, миниатюрная и вместительная.
По желанию можно вшить подкладку с дополнительными карманами для хранения. У меня ушло ровно 1,5 мотка пряжи, от 2 моточков по 40 грамм осталось 20 грамм. Итоговые размеры 21 сантиметр. Здесь по размерам фурнитуры вместе с обвязкой 13,5 сантиметров. Сумка легко восстанавливает форму, материал не мнется, очень инертный и приятный. Напоминаю, все необходимое оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока!